Все началось с запаха. Соседи думали, что это испортившиеся продукты или старые трубы, но в маленьком арендованном доме Стивена Фримена на окраине Тусона, штат Аризона, за этим запахом скрывалось нечто куда более страшное. Когда полиция наконец вскрыла шкаф в спальне, они наткнулись на то, что потом долго не могли забыть. Женская фигура, завернутая в простыню, лежала там, будто кто-то аккуратно сложил ее, как зимнюю одежду. Стивен стоял в стороне, бледный с пустым взглядом, и лишь повторял одну фразу: «Я не знал, что она способна на это». История, о которой мы расскажем, не просто хроника преступления. Это мозаика из страха, любви и лжи. На первый взгляд Стивен был обычным парнем, тихим, замкнутым, сработанным после долгих лет на заводе. Но когда в его жизни появилась она, Мариса, все изменилось. Казалось, она осветила его серые будни. Она была яркая, громкая, живая и очень убедительная. Настолько, что даже когда начались странности, он не мог или не хотел их замечать. Полиция не сразу поняла, кто был жертвой, а кто хищником. Дом был чист, почти стерильный. Никаких следов борьбы, никаких криков. Только шкаф, тишина и Стивен. Допросы, дактилоскопия, анализы. Но все указывало на одно. Тело лежало в этом шкафу не один день. Возможно, не одну неделю. Но как Стивен вообще оказался в этой истории? Почему он ничего не рассказывал? Или он лгал? На первый взгляд все указывало на него. Но чем больше следователи копались, тем запутаннее становилось дело. И самое тревожное, то, что они обнаружили в телефоне погибшей, заставило многих пересмотреть свою веру в очевидное. Кто она была на самом деле? Это женщина, жившая под одной крышей с Стивеном. Ответы начнут проясняться, если заглянуть немного назад, в день, когда они познакомились. Потому что все выглядело слишком хорошо, чтобы быть правдой. Когда Стивен встретил Марису, ему казалось, что мир дал ему второй шанс. Она появилась на вечеринке у коллеги. Единственный раз за годы, когда он выбрался куда-то. Мариса сразу заметила его. Ее взгляд был цепким, голос уверенным. Она была не из тех, кто ждет, пока к ней подойдут. Через 10 минут они уже стояли вдвоем в углу, обсуждая фильмы и музыку. Через 2 дня переписка, еще через неделю. Она переехала к нему. Слишком быстро, возможно. Но Стивен чувствовал себя нужным впервые за долгое время. Он не задавал вопросов. Мариса говорила, что ее выгнали соседи, что у нее нет семьи, что она спасалась от прошлого. И он верил. Она была нежной, заботливой, готовила ужин, приносила обеды ему на работу. Казалось, он наконец нашел ту, с кем сможет выдохнуть. Но все это фасад. Уже спустя пару недель он заметил, как она меняется. Внезапные вспышки злости, которые сменялись лаской. Контроль за тем, с кем он говорит. Ее просьба не отвечать на звонки. А однажды она вырвала у него из рук телефон, когда увидела СМС от старого друга. Мариса рыдала, просила прощения, говорила, что просто боится потерять его. И он снова прощал. Эти колебания между лаской и страхом стали повседневностью. Стивен стал закрываться. Он меньше звонил матери, перестал выходить на улицу. А Мариса, казалось, только крепче обвивала его своей заботой. Но было ли это любовью? Незаметно она стала центром его жизни, а потом единственным ее элементом. Но если бы он знал, что все это маска, за которой скрывается нечто куда более пугающее... Мариса не любила говорить о прошлом. Она ловко уводила разговор, смеялась, говорила, что это не важно. Но иногда ночью, когда думала, что Стивен спит, она говорила сама с собой. Он слышал, как она что-то бормотала, как будто спорила с невидимым собеседником. Потом вставала, ходила по комнате. Стивен не знал, что делать. Спрашивать? Делать вид, что ничего не происходит? А потом стали происходить странности. Пропали его старые фото. Его ноутбук начал вести себя странно. Исчезали файлы. Кто-то отправлял от его имени сообщения, которых он не писал. Когда он спросил Марису, она посмотрела на него с такой холодной усмешкой, что он отступил на шаг. И снова слезы, извинения, у меня просто проблемы с доверием. На работе начали случаться сбои. То ему подставили не тот инструмент, то неправильно подсчитали часы. В итоге его уволили. А дома его ждали объятия Марисы и ее слова: «Теперь ты, наконец, дома, где тебе место». Стивен начал думать, что сходит с ума. Но каждый раз, когда он пытался рассказать кому-то, все звучало как случайности, совпадения, и никто не верил. Или не хотел верить. Но один вечер изменил все. Случайный разговор с бывшим соседом Марисы вскрыл правду, от которой холодеет кровь. Сосед, пожилой мужчина с соседней улицы, подошел к Стивену, когда тот мыл машину. Он спросил про Марису, мол, как она устроилась. Стивен удивился. Откуда он ее знает? Ответ был прост. Она жила здесь и раньше, с другим мужчиной.
И не одним. Этот разговор стал первым звеном цепи. Оказалось, за последние 5 лет у Марисы было как минимум 3 партнеров. Все они исчезли. Кто-то уехал, кто-то перестал выходить на связь. Полиция пожимала плечами. Взрослые люди. Но родственники этих мужчин говорили одно и то же. После знакомства с ней они менялись, отдалялись, исчезали. Стивен начал искать. Форумы, старые аккаунты, архивы новостей. Оказалось, имя Марисы всплывало не раз. Только каждый раз под другим видом. Другие волосы, другая биография, новый город. Пазл начал складываться. Но Стивен не спешил с выводами. Ему хотелось верить, что это просто совпадение. Что он ошибается. Именно в этот момент он услышал странный шум из кладовой. Шаги, скрежет. Что-то, что нельзя объяснить логикой, он пошел проверить и наткнулся на дверь, которую никогда раньше не открывал. Дверь в кладовку, казалось, всегда была просто декором. Она не открывалась, а Стивен никогда не интересовался, что за ней. Но в тот вечер, ведомый нарастающим страхом, он нашел старый ключ, спрятанный в ящике комода. Щелк, и дверь поддалась. Темный проход вел к маленькому помещению, где не было окон. Только лампочка под потолком и звук. Тихий, почти неразличимый. Кто-то дышал? Или казалось? Стивен включил свет и увидел, комната была пуста, но на стенах были странные надписи. Что-то нацарапанное ногтями. «Не спи, она знает. Помоги». И рядом поцарапанный пол, как будто кто-то пытался выбраться. Он выбежал, захлопнул дверь. Сердце колотилось в груди. Он хотел спросить Марису, но ее не было. Она исчезла на 3 дня, а вернувшись, вела себя так, будто ничего не случилось. Только ее улыбка стала другой, слишком широкой, слишком спокойной. С этого момента Стивен начал записывать все. Аудио, видео, заметки. Он знал, никто не поверит ему без доказательств. Но даже он не был готов к тому, что найдет в следующую ночь в своем телефоне. Ночь после открытия таинственной кладовки прошла без сна. Стивен пролистывал заметки, слушал собственные записи, пытаясь убедить себя, что все происходящее реально. Но наутро он нашел в телефоне файл, которого точно не было раньше. Аудиозапись. И на ней мужской голос. Тихий, шепчущий, просящий. «Пусти меня. Я обещал молчать. Я хочу домой». Голос не был его. Это не его интонации, не его интонации сна. Это был кто-то другой. И он был в их доме. Стивен начал прислушиваться к звукам в доме. Стал замечать, как один из ящиков кладовки был закрыт на внутренний засов. Как в ванной находились вещи, которые он не покупал. Бритва, мужской дезодорант. И самое странное, однажды он нашел на кухне кружку с кофейным отпечатком губ. Только он кофе не пил. А Мариса всегда пользовалась стеклянной чашкой. На прямой вопрос она улыбнулась. «Ты себя плохо чувствуешь, да?» — спросила она, наклоняясь ближе. «Может, тебе к врачу?» Стивен начал ощущать, что теряет контроль над собственной реальностью. Память подводила его. Он начал забывать, куда положил вещи, почему оставил дверь открытой. Но все стало окончательно ясным, когда однажды ночью он услышал, как кто-то идет по коридору. Он выглянул и увидел тень. Высокая фигура, силуэт мужчины проходил мимо спальни, а следом шепот Марисы. «Тссс, он спит». Тогда Стивен понял, он больше не один и, возможно, никогда им не был. Если бы все ограничивалось только страхом, это было бы полбеды. Но Мариса знала, как подчинять. Она не кричала, не запирала в комнате. Ее оружием были слова. Точнее, сомнения, которые она сеяла в голове Стивена как садовник. Он стал бояться собственных мыслей. Каждый раз, когда он пытался что-то выяснить, она переворачивала все в его вину. «Ты слишком подозрительный, ты сам все путаешь. Ты не доверяешь, значит, у тебя проблемы». И каждый раз это звучало логично. Стивен начинал извиняться, чувствовать себя виноватым. Постепенно он стал сомневаться в себе. Мариса ограничила его общение. Сначала это были просто токсичные друзья. Потом мама, которая якобы плохо к ней относилась. Стивен удалил соцсети, сменил номер, перестал выходить из дома. «Зачем тебе этот мир, если у тебя есть я?» — говорила она, обнимая его. И он верил. Она навязывала ему расписание, питание и даже одежду. Сначала это казалось заботой, потом рутиной. А потом он понял, что просто следует по сценарию, который она писала за него. Он стал персонажем в ее истории, без реплик, без выхода. Однажды он попытался сбежать, просто сел в машину и уехал. Но через 30 минут он получил сообщение: «Ты не найдешь выхода. Я уже была там». Он повернул назад. Ее контроль был тотальным, и Стивен все меньше понимал, как ему из этого выбраться. Но одно событие вскоре даст ему шанс и ужас одновременно. Ведь ничто не сбрасывает маски так быстро, как внезапная находка. Она всегда запрещала ему спускаться в подвал. Говорила, что там сыро, опасно, возможно, плесень. Он и не пытался. До тех пор, пока свет не начал мигать, а на лестнице не появился странный запах. Не зловоние, как раньше, а запах железа.
или ржавчины, что-то едкое. Он спустился. Подвал выглядел обычно: коробки, старые стеллажи, лампа на проводе. Но за одной из стен, заклеенной фанерой, Стивен заметил сквозняк. Как будто с той стороны был воздух. Он отодрал панель и нашел замаскированную дверь. Маленькую, не выше плеч, закрытую на висячий замок. Замок не был сложным. Через день он вернулся с инструментами и вскрыл его. То, что он увидел, выбило землю из-под ног. Это была комната. Небольшая, с матрасом на полу. Камера под потолком, зеркало. Пустые бутылки. И дневник. Дневник был исписан мелким почерком. Слова вроде «Я хороший», она обещала отпустить. «Я больше не спорю». И подписи «Энди». Стивен не знал никакого Энди. Но кто-то жил в этом подвале. Или содержался, или прятался. Он закрыл дверь, сел на пол и просто смотрел в пустоту. С этим больше нельзя было жить. Но к кому он мог обратиться? И кто поверит, что в этом доме среди идеального фасада скрывается настоящая клетка? Оставалась одна надежда — сбежать. Но сделать это, когда тебя видят даже сквозь стены, куда сложнее, чем кажется. Побег — это не всегда вопрос двери. Иногда это вопрос воли. А ее у Стивена почти не осталось. После находки в подвале он начал готовить план, но каждый его шаг Мариса словно предугадывала. Однажды, когда он просто набрал номер старого друга, ее голос раздался с кухни. «Что ты собираешься рассказать, Стивен?» Он отключил. Он начал чувствовать постоянное давление, невозможность сделать выбор. Каждое действие как будто заранее было просчитано. Он чувствовал себя как муха в паутине. Каждый раз, когда он дергался, нити только крепче обвивали его. Мариса же вела себя все нежнее. Она говорила, что любит его, что все, что она делает, ради них. Она готовила, убирала, устраивала романтические вечера. И все это с тем самым выражением лица, которое казалось Стивену кукольным, поддельным. Психологи называют это каблуковым параличом. Когда человек настолько привыкает к роли жертвы, что теряет волю к действию. И именно это начало происходить со Стивеном. Он больше не пытался сбежать. Он даже перестал думать, что возможно жить иначе. Но однажды все изменил простой предмет. Он появился внезапно, будто кто-то специально оставил его. Это была записка. Короткое послание, написанное красной помадой на зеркале. И с этого момента все пошло по другой траектории. Записка была простой: «Ты следующий». Стивен стоял в ванной, и мир как будто остановился. Он смотрел на эти два слова и не мог дышать. Это не был гнев. Это был холод, что медленно расползался по позвоночнику. Он не знал, чья это помада. Он не слышал, чтобы кто-то приходил. Мариса спала в другой комнате. Или делала вид. Он попытался стереть записку. Но рука дрожала так сильно, что он просто сел на пол. С этого момента страх заменил все. Даже ее улыбка стала вызывать у него спазм. Он перестал есть. Не спал. Он ждал чего-то неизбежного. Мариса, заметив это, стала еще более заботливой. «Ты не заболел?» — спрашивала она, гладя по волосам. «Ты мой мальчик. Я не дам тебя никому». В ее голосе была не любовь, а собственничество. Стивен понял, что ему осталось мало. И тогда он сделал единственное, что мог. Отправил письмо. Бумажное. Своему старому другу. Он знал, что оно может не дойти. Но это был его последний шанс. Через 2 дня в дверь постучали. И с этого момента начался финал этой страшной истории. Расследование, которое потрясло даже самых опытных детективов. Прошло 2 года с того дня, как Стивен вышел из того дома, босиком, в пижаме, держа в руках дневник, как ключ от тюрьмы. Полиция, получив его письмо, прибыла почти сразу. То, что они обнаружили в подвале и за фанерными стенами, стало доказательством не только преступлений, но и чудовищного контроля, которому он подвергался. Марису арестовали без сопротивления. На допросах она вела себя холодно, сдержанно. Иногда смеялась, иногда просто молчала. Позже психиатрическая экспертиза подтвердила наличие расстройства личности, но суд все же признал ее вменяемой. Ее обвинили в похищении, удерживании и ряде других преступлений. Что случилось с Энди, установить не удалось. Его след терялся еще до Стивена, но следователи полагают, что он один из тех, кого она заманивала в ловушку. Стивен долго приходил в себя. Несколько месяцев он провел в реабилитационном центре, работая с психологами. Он говорит, что все еще слышит ее голос во сне, но теперь может проснуться. Сегодня он живет в другом городе, под другим именем, работает с подростками, помогает тем, кто пережил травму. Однажды он сказал журналистам: «Я хочу, чтобы люди понимали, психопаты не всегда носят маски монстров. Иногда они приносят тебе чай, когда ты простужен». И именно в этом их сила. Его история стала основой для нескольких книг и подкастов. Но сам Стивен держится в стороне от публичности. Он не герой, он выживший. И это самая трудная роль из всех. В мире, где мы часто ищем чудовищ в темноте, реальная опасность может сидеть напротив за ужином. И иногда то, что мы называем любовью, это просто страх, к которому мы привыкли,